Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магия Колдовства. Занимаюсь всеми видами магии, соответственно, цвету, моей скатерти, магия наказания, магия боевая, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, от бедности. Также любовная магия на удачу, решение других сложных вопросов. Сегодня вы можете также меня найти на моих сайтах Аграфена Таро, Аграфена Махком, найти меня в Инстаграме и в Телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, которые не могу публиковать по причине модерации на других каналах, на других площадках. Сегодня 2-8 мая. Делаю прогноз по знакам зодиака, вторая половина Дев до Водолеев. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет солнце, и этому ритму мы подвержены вне зависимости от того, что видим мы, замечаем это мы или нет. Также влияет высшие силы на наши внешние события, столкновения с людьми, эмоции, деньги, разум, какие-то бизнес. Кроме того, эти силы могут нам помогать, и у нас еще есть, напоминаю, воля и магия, да, личная воля, которая также влияет на нашу судьбу и поведение. Так, мы смотрим только вот эти силы. Так, Дева, 7 кубков перевернутая. Дева без иллюзий. Ну, такая дева, она проницательна, что ли, знаете. Дева прекрасно понимает, что вокруг нее происходит, не имеет никаких иллюзий, или теряет, может быть, эти иллюзии, прозревает, может быть, в чем-то, хотя дева приземленная. Оценивайте с точки зрения все эти девятка мечей. Так, какая-то очень такая патовая ситуация по работе, где вам придется очень жестко отстаивать себя прям в какой-то сложной ситуации. Также возможно, что это какая-то болезнь, которая мешает вам работать. Ну, кроме того, обратите внимание, если у вас есть какие-то офисы, программы, то есть они могут лечь, потому что девятка мечей очень опасная такая сложная карта. По состоянию социума. Десятка жезлов, обременительные контакты, обязательства, которые вы несете добровольно на себе и не выдерживаете. То есть не сильно это вам хочется, но придется решать какие-то вопросы с государством, может быть, с всякими чиновниками, с вашим окружением общаться. Дева не сильно общительный знак. Ну, так. По состоянию здоровья. Пятерка жезлов. Ну, возможно, легкие какие-то расстройства. По сути, это не краткосрочные какие-то, потому что дева очень быстро выдыхается, да, в результате каких-то ваших небольших физических усилий. Это может какая-то температурка подняться, какие-то мелкие суставы заболеть. Собственно, но не означает резкого какого-то ухудшения. Организм борется, ваш иммунитет борется. По личной жизни. Опа, колесо фортуны перевернутое. Опа, опа. Возвращение из прошлого. Если вы одиноки на данный момент, это возврат милого в каком-то качестве, тянет его колесо этой фортуны оттуда, из прошлого. Ну, либо все по-старому, если вы какие-то сейчас отношения, мутные, не мутные, они такие есть, ничего в них не меняется. Хотя колесо фортуны же может притащить и какого-то устаревшего партнера, да. Это я в шутку так. О, лично же. И заканчивается прям тузом мечей. Смотрите, девятка мечей по здоровью не подтвердилась. Скорее у вас какая-то патовая ситуация. Я бы сказала, как-то колесо фортуны перевернуто, туз мечей. О, вспыхнет какая-то старая страсть, причем внезапно, в чистом небе, и отвлечет деву. Ну, дева вообще не кидается в любовные там авантюры. Хотя, ну вот, на этой неделе особенно подвержена таким вот глупостям. Еще и туз мечей, еще карта зачатия. Так что, девы, будьте внимательны, особенно женщины. Страшна любовь из прошлого. Так, мешает даже работать. Вот так вот. Весы. Угу. А у весов любовный фронт гудит.
Вы в центре внимания противоположного пола, все другие вам открыты, пойду туда, пойду сюда, прям все, выбор в жизни прекрасно. Старший аркан. По работе. Медленно, туго, в ожидании чего-то сидим, ждем погоды, дождя, я не знаю, чего-то, прихода, отхода. Если ищете работы, типа ждите в состоянии ожидания непонятно чего. Социальный фронт. Король жезлов. Интересный мужчина, знакомство с интересными людьми. Яркое событие, которое привлечет в вашу жизнь каких-то творческих людей. Не обязательно это какие-то там любовные приключения. Хотя для женщин король жезлов может означать и такой вот он творческий, такой горячий, такой прекрасный, привлечет ваше внимание. Также это просто такое творческое решение ваших вопросов. Очень энергичная карта. В сцене здоровья. Некая иллюзия. Чтобы опасность недооценить. Свое состояние. Чего-то не заметить. Будьте внимательны, потому что вот карта это иллюзия. Иллюзия прекрасного. Это всего лишь иллюзия. Чтобы вы не переутомились, чтобы вы не дали какую-то несоответствующую вашему организму нагрузку. Или подумали, что вот я уже все, я выздоровела, да, буду ходить на этой поломанной ноге, побегу в футбол играть. Вот такая вот двойка мечей, компромисс в личном. Также, так, кстати, карта о двоих, то есть вы, как-то сидите на двух стульях очень хитро. В отношениях, если у вас брак, отношения, то скорее это у вас такой вот какой-то компромисс. Вы уступаете в чем-то партнеру тихо так. Хотя хочется развить конфликт. И итог повешенный, перевернутый. Так, весы выворачиваются изворачивается из сложной ситуации, где они чувствовали себя жертвами. Освобождение все-таки это может внутреннее освобождение. Не хочу, не буду. Буду делать все, что захочу. Весы у нас такие, они долго колеблются. Вот это подвешенное, это очень, кстати, весовская карта. Но они и срываются все-таки. Куда-то качнутся эти весы. В этом я бы сказала, что этот компромисс продлится недолго, судя по повешенному. Все-таки не любят они сидеть на двух стульях. Еще приключения. То туда, то сюда. Скорпионы. Королева мечей. Так, какое-то напряженное обстоятельство, новая информация, в связи с которой вам придется принимать такие жесткие решения. Прямо на вас давят. Это также, возможно, какая-то женщина напрямую давит. Со своей проверкой, со своими какими-то претензиями, критикой. Проверка может быть ваших документов, проверка вмешательства, причем такое наглое, жесткое, опасное в ваши дела. По вашей работе. Король жезлов. Горячая пора, что сказать. Вы в расцвете своего творческого потенциала, также влияние каких-то интересных идей, также влияние мужчины знака огня, также интересного творческого. В общем, у вас тут прям бурная деятельность. Также это прекрасная карта для собеседования, где вас примут, поддержат, вами заинтересуются, неважно, там мужчина вы или женщина. Такая бурная деятельность, возможно, с партнером, единомышленником. Чем очень хорошо для творческих людей. Любовники в социуме, это вообще шикарно. То есть Скорпион попадает в обществе, где он находится в центре внимания благодаря своему такому вот доминирующему, что ли, положению, что и вам и то предлагает, и то, возможно, что-то новые пути, новые знакомства, новые социальные контакты, причем они могут стать вашими личными, вашими, для одиноких скорпионов, мужчин и женщин, неважно, эта карта может перейти
Пошел куда-то на тусовку, познакомился и нашел там себе близкого по духу человека. Пятерка жезлов перевернута. Так, организм как-то снижение иммунитета. Вы можете не чувствовать, что с вами что-то происходит. По сути, не означает ухудшение здоровья. Однако, если у вас какое-то выздоровление идет после тяжелой операции, состояние, или вы боретесь с каким-то недугом, карта говорит о том, что на этой неделе, эта неделя падение иммунитета. Вот не борется организм, и все как-то залег. Личная жизнь, да что ж такое. Старые неприятности. Возможно, также влияние, тут как до разрыва. Хотя я же говорю, что тут очень много новых, интересных людей. А вот особенно то, что касается старых отношений, вы признаете какую-то прям негодность их. Жестко критикуете то, что с вами сейчас происходит в личной жизни. Особенно, если это что-то очень, давно уже назревало. Можете подводить уже под этом черту. Или появление того, что долго умирало. Долго. И вы вот так вот признаете, что это, все. Вот она, еще карта компромисса. То есть этот компромисс, вроде как бы оно подыхает, но по двойке мечей вы думаете, пусть будет. И пусть будет что-то еще. То есть это также работа на два фронта в личном. Как бы вы закрываете глаза на то, что что-то медленно подыхает, пусть будет, но зато и одновременно еще на втором направлении действуйте. Вот так. Пока прикрыли глаза. Что наши стрельцы, дальцы? Любовь, морковь. У стрельцов любовная, я бы сказала, подъем. Эмоции, человек, который вам нравится, вы с ним так прекрасно общаетесь, у вас такая любовная любовь, любовное переживание, знакомство. Сейчас посмотрим, с чем это резонирует. Четверка на работе. Новое начинание, прилив сил, возможно, что-то, на что вы уже не надеялись, не рассчитывали, наконец, оно придаст вам какую-то прибыль, деньги какие-то пойдут, возобновление чего-то, на что вы уже так, знаете, положили, не надеялись. Вестник Пентаклей, хорошая карта из социума, подарок, материальная помощь. Здесь чем интересно, прям такой вот бонус вам материальный или вложение, то есть что-то собрались купить, вложить во что-то. Шикарная карта по состоянию здоровья. Все, стрельцов поперло. Хорошая карта для спортсменов, особенно разного рода бегунов, плывунов. Кому надо на скорость, кому надо активность какая-то. Вот жезлы это у нас обычно тем, кому нужна скорость, быстрота, легкость. Вы успешно выздоравливаете, выходите, если вы болели перед этим, и движетесь, особенно если у вас опорно-двигательный аппарат, всякие там ушибы, переломы. В общем, хорошее состояние здоровья. Любовная любовь. Король кубков, ваш любимый король кубков. Одиноким знакомство. Причем это знакомство скорее с каким-то таким любовная любовь, любовник, поговорить, загулять с ним очень хорошо, хотя это может быть и бабник, судя по перевернутому положению, для одиноких, да, стрельчих. Если вы мужчина, стрелец, то это ваше такое вот приключение, да, то есть вокруг вас такой воздух любовных, легких каких-то флирта, знакомств. И что там? Женщинам прям... У стрельцов прям какое-то наложение всех факторов. Любовная любовь. Что тут? И один, и другой. Хотя это может... Если вы мужчина, это вы сами. Прям не знаете, куда вам бежать. Пыль из-под копыт. И туда, и сюда. Столько эмоций. Судя по всему, у стрельцов мужчин тут пора особенной привлекательности. Для женщин тут мужчины, и такой, и сякой, и старый, и новый. И даже если вы замужем, на вас просто
огромное внимание направлено мужское. Конкретные такие. Козероги. Так, козероги топчутся на месте, колесо фортуна. Не решается старый вопрос. Возможно, появление людей из прошлого, которые вот что-то еще должны какую-то роль сыграть в вашей жизни, еще не доиграли. Еще так-то не закончилась история. Посмотрим, с чем это срезонирует. Так, по работе какая-то старая ситуация, она затягивается, она вас не устраивает, печалит, обижает, все не так, как вы хотите, но приходится терпеть. Так, что так? О, социум, туз мечей. Так, резкое изменение вокруг вас. Это вы можете оказаться в каком-то новом обществе или совершенно в неожиданной ситуации, когда ваши родственники, может, потребуют, то есть какая-то шокирующая новость придет, вам придется оказывать помощь, то есть резкое изменение вашего окружения. Ну, по сути, это может быть связано и с работой, да, такая вот что-то. Это может и разрыв отношений, может какие-то друзья, родственники, прям такая вот взбучка такая, туз мечей. Резкие изменения. Хотя туз мечей, сейчас посмотрим, что тут вы в карте. Знаете, вопрос упирается в деньги. Тут у Козерогов они очень вас сильно беспокоят, и в связи с этим происходят такие очень жесткие разборки в социуме и по здоровью прямо так вот. Особенно обратите внимание на ноги, на ваши нижние конечности. То есть, видите, да, тут человек, видите, который на палочку опирается. То есть будьте внимательны, потому что вам потребуется такая вот прям поддержка, в том числе, может, и моральная. По здоровью какая-то опасность связана с нижними конечностями. Деньги понадобятся, что деньги вас все беспокоит. Так, ваша личная жизнь, король жезлов. Ну что, для мужчин это скорее какая-то неприятность со стороны конкурента. Для женщин это мужчина. Ваш мужчина, причем он такой весь прекрасный, замечательный. Вам так увлекательно, прям с ним прекрасно, интересно. Что-то колбасит Козерога. Это все, наверное, бывшие, с которыми вам придется очень жестко так поговорить, аж до расстройства, да, хотя вот что по итогу двойка жезлов, то есть тут двоякая карта, где вы у вас есть такая каких-то два направления, две мысли по жизни, но вы стоите, вы ничего не можете предпринять, у вас нет просто, как говорится, выбора, как-то так, вы стоите. Не время для активных действий, хотя вас подпирает, судя по общему раскладу, и работа расстраивает, и приходится очень жестко разбираться со своим окружением. И те, кто возвращается в вашу жизнь, вас уже не радуют как-то так. То есть решение пока принимать рано, вы думаете, что вам делать. Водолейчики. Водолеев девятка жезлов перевернута. То есть не время для активности или бремя, навалившееся на вас, хлопот такой большой, что вы даже не пытаетесь ничего сделать. Так, забросили это дело, да и все. Это помним, это неделя. Восьмерка пентаклей. Ну что это, деньги, но деньги такие сверхурочные. Придется подпахаться, подрядиться. Также по предложению по работе, это может быть также какая-то работа, ну такая, знаете, пахать и да, что-то с этого иметь. Что-то. Переработка. Так, король пентаклей, помощь от родственников, какой-то надежный король, хотя он такой очень рассудительный, очень правильный, однако он может все-таки решить вашу проблему, но только вот на самое необходимое, да. Положительный ответ от каких-то государственных органов, особенно если это касается земли, недвижимости, бумаг, документов, позитивное такое, стабильное. Состояние здоровья, пятерка мечей. Организм борется с вымышленными, да, с какими-то ветряными мельницами.
карта нервов, такое перенапряжение нервного. Также ложный ответ, это может быть аллергии какие-то, которые, да, организм выбрасывает реакцию на то, чего нет, да, по сути, борется то, с чем нет. Не страшное состояние. Так, по состоянию в личном, тройка пентаклей, сомнения, ложная информация. Может быть, кто-то третий вмешивается в ваши отношения со своими советами, сбивает вас с толку. Но это не соперница, это скорее мама, папа, друзья. Вы сами прислушиваетесь к каким-то неверным советам. Ну и туз кубков. Видите, как все меняется очень быстро. Все-таки, несмотря на то, что Водолей на этой неделе успеет все и как бы перейти от стадии бездействия к перегрузке по работе, да, и решению каких-то банальных своих вопросов, и переменит свое отношение. Любовь на любовь, да, и даже туз кубков, как начало новых отношений, начало. Вот туз кубков очень сильная карта в личном. Все-таки победит какие-то чувства, победят какие-то нам источник общих ваших каких-то ваших сил, да, туз кубков это все-таки жизнь, жизнеутверждающая карта, но она больше так, знаете, к личной жизни. Что бы вам ни говорили, вы будете объединены как семьевчик. А туз кубков это еще зачатие семья. Так, с вами была ведьма Графина, это был мой прогноз 2-8 мая. Все мои контакты для обращения за платными услугами под этим видео. До свидания.